В холодном конференц-зале юридической фирмы в центре Чикаго Эйден Картер с раздражением бросил ручку на стол и усмехнулся, наблюдая, как чернила растекаются по документам о разводе. Он считал этот момент началом новой жизни. Несколько лет брака с тихой и скромной женщиной казались ему ошибкой, которую, наконец, можно исправить. Перед ним сидела Эмили Уэстом, женщина, которая когда-то поддерживала его, пока он строил карьеру, платила за квартиру и помогала ему пережить трудные времена. Теперь же она казалась ему серой и незначительной частью прошлого. Эйден был уверен, что заслуживает большего. Он уже работал на высокой должности в финансовой компании и собирался двигаться еще выше. Рядом с ним в жизни появилась новая женщина, амбициозная Лорен Миллер, дочь богатого предпринимателя. В ее обществе он чувствовал себя частью мира роскоши и власти. Поэтому развод с Эмили казался ему логичным шагом, освобождением от человека, который, как он думал, тянул его вниз. Эмили спокойно подписала документы и ушла из здания. Эйден даже не заметил, как она исчезла. Но на улице ее уже ждали черные автомобили с водителями и охраной. Оказалось, что она вовсе не была обычной домохозяйкой. Эмили была наследницей огромного инвестиционного холдинга Weston Capital, одной из самых влиятельных финансовых компаний страны. Несколько лет она жила обычной жизнью, скрывая свое происхождение, чтобы понять, кто действительно рядом с ней искренне. Через несколько дней новость потрясла деловой мир. Weston Capital выкупила компанию, в которой работал Эйден. Новый генеральный директор оказался той самой женщиной, с которой он недавно развелся. Для него это стало шоком. Он понял, что собственными руками разрушил единственный шанс на настоящую поддержку и доверие. Почти сразу после сделки началась проверка деятельности компании. Карьера Эйдена рухнула. Его должность была ликвидирована, а финансовые решения, которые он когда-то принимал без особых раздумий, начали тщательно изучаться аудиторами. Люди, которые раньше восхищались им, быстро отвернулись. Даже Лорен, узнав о скандале, исчезла из его жизни, не желая связываться с человеком, потерявшим влияние. Через несколько недель Эйден оказался в совершенно другой реальности. Без работы, без поддержки и почти без денег он впервые осознал, насколько сильно зависел от людей, которых считал второстепенными. А в это время Эмили уверенно управляла своей корпорацией и расширяла бизнес, не проявляя ни злости, ни мести, лишь холодную решимость. Так человек, который считал себя победителем, внезапно понял, что именно он потерял все, тогда как женщина, которую он когда-то недооценивал, только начала подниматься к еще большей власти. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, напишите в комментариях, откуда вы смотрите это видео. А если вам понравилась история, то поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.